Да-да-да-да, игровикам. Всем при всем игровикам. Да-да-да-да-да-да-да. У нас сегодня на разборе, на обзоре не совсем обычная игра. Игра на блокчейне Binance Smart Chain. Да, как-то так. Вот, сразу скажу, никаких рекомендаций, я ничего не продаю, ничего не покупаю, у каждого есть своя голова на плечах, и каждому стоит задуматься, нужно ли ему заходить в эту игру. Так, ну в общем, как-то так, начнем. И, собственно, привет, Крабик, привет и тебе, чат проверили, чат работает, отличненько. Собственно, с чего мы начнем? Игра, которая еще не запущена. Бета-версия этой игры ожидается только в марте. Интересна она, во-первых, тем, что работает Роман Таймени. И тебе привет, Роман. Тем, что работает она на блокчейне, плюс это блокчейн Binance Smart Chain. Я что-то не припомню проектов, которые работали бы... На выходных будет стрим по другим играм. Вот. И, собственно, у игры есть свой токен. Добрый вам. А это Максива. Добрый вам вечер, добро пожаловать, приятного просмотра и отличнейшего настроения, все как всегда. И у игры есть свой собственный токен. Да, помимо того, что есть токен, есть еще NFT-шки, которые привязываются к земле, которую покупаем мы в игре. Вот. Токен приспокойненько себе торгуется на бирже, пока только это биржа Huobi, но об этом чуть попозже. С Лехой вполне возможно будем на выходных стримить с Лехой. Посмотрим, как оно там будет и что из этого получится. Так, ну, самое первое, это домашняя страница. Что мы здесь видим? Мы сразу же нам предлагают купить NFT землю. Да, сейчас мы к этому вернемся. Также ссылочки на Huobi. Купить Эрту. У этой игры токен так и называется. Эрта. Точно так же, как и игра. Точно так же, как и метавселенная Эрта. Стейкинг Эрта, ну, это история уже пройденная. Потому что стейкинг данного токена уже закончился. Вот здесь видно, завтра последний день стейка, 14:00 по Гринвичу. Завтра, да, заканчивается стейк монет. И стоимость, цена токена и так штормит, куда попало. Но непонятно пока, чего будем ожидать. Ну, по токену чуть позже. Также есть свап на Pancake, но я не рассматривал Pancake, поэтому пропущу пока. Вполне возможно, в следующих выпусках по этой игре и будет что-то такое. Много вопросов одних и тех же. Где купить? Какой адрес контракта? Да, ребят, да вот же все видно прекрасно. Купить стейкинг, который пройден. Вот адрес контракта. Это адрес контракта токена. Также чуть ниже есть адрес контракта самой NFT-шки. То есть NFT можно запросто отправить себе на кошелек MetaMask. Что я, собственно говоря, и сделал. Забегая наперед. Ну, здесь также показывают соцсети. Можно присоединиться к Дискорду, Твиттеру и Телеграм. Я состою в двух сообществах по данной метавселенной. Это Дискорд, естественно, и в сообществе Телеграма. Они абсолютно разные и по-разному работают. Но я вам скажу точно, что радует, это очень позитивное комьюнити, что в Дискорде, что в Телеграме. Но я уверен, там также одни и те же люди, возможно, находятся. Но это прям радует, потому что в будущем в игре нужно будет находить общий язык. Ну и не без войн.
войны там как бы тоже предусмотрены, и скорее всего они будут, скорее всего. Так, здесь различные партнеры, Play to Earn, это мы все знаем, не буду утомлять просмотром роликов, я думаю, большинство, кто будет смотреть стрим, либо в записи уже, сами прекрасно это все посмотрели. Нам показывают картиночки, как это будет выглядеть, война, как будут выглядеть города. И, собственно, земной шар с самими земельными участками, которые в игре называются хексы. Пусть так они дальше и называются. Тут же представлена нашему вниманию команда разработчиков. Вот эти замечательные люди. Особенно радует вот этот позитивный человек Тадас Валутис. Он прям на фотке получился и удался. Там чуть позже про него еще и описание будет. И он там такой важный типок. Улыбается часто. Инвесторы. Урага, это, я так понял, студия, которая делала все трейлеры, ролики. И, собственно, вот эту девчонку, я так понимаю, делали тоже они. Причем вот эта девчонка очень круто сделана. Я сейчас покажу. Это не на компьютере все делалось, а это происходило вот как-то вот так. То есть это реальный живой человек, которого немножечко загримировали, самую малость. И, собственно, вот она у нас теперь на главной и красуется. Невероятное преображение. Залили всю кетчупом. И на выходе вот так у нас все и выглядит. То есть вот насколько реально заморочились разработчики, что не просто так, да, а вот получите, распишитесь. Это прикольно. Кстати, про комьюнити, ну, немалое уже получается количество людей, которые верят в данный проект. 62 тысячи в Дискорде, 94 в Твиттере и 64 тысячи в Телеграме. Проект только набирает обороты. Так, что у нас далее? И тут также прям на главной подробная инструкция, как приконнектить MetaMask, ваш криптокошелек, к игре. Собственно говоря, еще раз уточняю, MetaMask сеть должна быть выбрана Binance Smart Chain. Иначе не будет ничего работать. Также здесь вот адрес контракта и токен ID. Та самая наша NFT-шка, тот самый кусочек земли, который мы, как и любую NFT-шку, можем хранить у себя в крипто кошельке. Пожалуйста, как можно посмотреть токен? Нас отправляют на BSC Scan. И здесь подробнейшая информация, кто хочет заморочить, почитайте, ознакомитесь. Также инструкция по добавлению самой NFT-шки в кошелек Trust Wallet. То есть, в принципе, всю информацию, которая необходима для входа в игру, разработчики предоставили. Помимо главного, есть еще интересные страницы. Токен Sale. Не помню, да, здесь есть интересная информация. Значит, токенов всего было выпущено 2 миллиарда. До выпускаться токены не будут. Во всяком случае, нас в этом разработчики уверяют. Но и сжигаться они также как бы и не будут. Капитализация на данный момент не дотягивает до $1 000 000. 814 тысяч. Ну, тут данные как бы обновляются непонятно с какой частотой. Дальше токеномика, даже не буду вникать в цифры, это скучно, и к тому же здесь можно на данном этапе нарисовать практически все что угодно.
Но она есть, красиво оформлена, и в целом вообще сайт проекта очень здорово и красиво оформлен. Далее. Дорожная карта. Вот тут уже поважнее. Нам разрабы говорят, что 3 года уже как бы колдуют над этой игрой. И вот то, что было в 2021, и нас интересует 2022 год. И это будет январь. Мы видим, что у нас медиакомпания. Вот. Что имеет в виду Эрта, ну, остается догадываться. Возможно, блогеры, ютуберы. Мне точно никто ничего не платил. Я просто самому разобраться, зафиксировать, что-то понять. Вполне возможно, в будущем в комментариях к этому стриму еще смогу увидеть какую-то интересную информацию. И как бы основываясь на этой информации, составить какое-то еще мнение или узнать то, чего еще до сих пор не знаю. Дальше мы видим в марте у нас релиз неполноценный, релиз бета-версии получается. В мае маркетинговая кампания некая, в августе мы увидим новый контент. То есть уже становится понятно, что это не ежеминутная и не ежесекундная история. Терпеливые будут счастливы, я так думаю и так это понимаю. И разрабы хотят выпустить в сентябре, собственно говоря, мобилку. Вот такая дорожная карта у нас на 22 год. Вполне возможно будут какие-то корректировки, изменения, дополнения, но это уже будем смотреть по ходу. White Pepper. Здесь из интересного... Ее что-то заглючило всю страницу. Или это так задумано? Что-то я здесь находил. Потом, в принципе, можно включить переводчик, кому интересно. У нас, помимо того, что владельцы хексов, будут еще простые игроки. И эти игроки будут либо бойцами, либо учеными, либо бизнесменами. Как-то так. Механика энергии. Мы видим, у нас есть какой-то рюкзачок, деньги, ХП присутствует. То есть полноценная будет как бы игра. И здесь интересных было картинок. Вот, допустим, работа, механика работы. То есть мы будем трудоустраиваться в какой-то момент, ходить на работу, забивать на работу, не выходить. И все в таком духе. Industry Mechanics — это оружие, еда, материалы, ресурсы, все такое прочее. Магазин, где можно будет купить продукты, ресурсы. Что у нас там есть? По ресурсам, кстати, можно сразу посмотреть. У нас от самого ценного, как я понял этот скрин, может быть, я не так понял, конечно же. Но вроде как вулкан — это самое интересное, получается, самый интересный хекс, на котором есть вулканы. Я, честно сказать, в продаже еще не видел этих хексов, но не в продаже вулканов на карте много. Аэропорт с портом морским — это понятно. Самое оптимальное будет, если в одном хексе будет и то, и то. Мистери, загадочная вещица. Разрабы пишут, что будет какие-то квесты у владельцев этих хексов. Нефть, минералы, титан, железо, камни, дерево, пшеница, фрукты, мясо и рыба. Это все ресурсы, которые, в принципе, возможны в этой игре. Дальше.
Картинок нет. Нам не интересно, где нет картинок. Нам интересно посмотреть. Вот здесь, кстати, интересная информация. Это хакинг, взломы и все в таком духе. Вроде как будут квесты, где нужно будет набирать определенную последовательность символов. Там ускоряться оно будет. И как бы за это тоже очки будут набираться. Ну, либо токен. Никто пока еще толком ничего не знает. Еще раз напомню, релиз только беты будет в марте. Шаблоид, привет тебе. Тебя мы не забыли. Добро пожаловать тебе. Мы на связи, как видишь. Механика миссий. Предусмотрели все-таки вот какое-то дерево событий, дерево сюжета, назовем его так. Попутно это дерево будет обучать игрока, то есть подкидывая какие-то определенные задания, и выполняя эти задания, мы будем учиться играть и зарабатывать, соответственно. Политика. Есть одно интереснейшее мнение, что ты можешь в этой игре не интересоваться политикой, но политика рано или поздно заинтересуется тобой. И, скорее всего, вот эта вкладочка будет необычайно важной. Сейчас все во всех чатах пытаются объединиться в какие-то кланы, в какие-то группы, и все прекрасно понимают, что сообща вместе тащить эту игру будет намного проще. Все как в жизни. Токеномику мы уже видели. Нарисовать, в принципе, могут что угодно. И вот здесь переводим на русский. Вот как раз таки этот Тадус Валутис, старший разработчик, привносящий свои ценные навыки, а также улыбку и теплое отношение к проекту Эрта. Пожелаем удачи, Тадос. Пусть у него там все получается, и все он делает пусть как надо, да? Так, дальше у нас еще информация об игре. Информации на самом деле, как бы там ни казалось, ее прям достаточно. Да, я бы даже сказал много. Да, там непонятки, потому что игра еще и не запущена, но, в принципе, все, что для того, чтобы войти в игру, разрабы нам предоставили. Вот, кстати, бизнесмен, ученый, воин. Про замороженные мозги нам показывали в трейлере вот этого сумасшедшего доктора. Так будет выглядеть карта в самой игре. Сейчас в маркете она выглядит немножко по-другому, и мы это все обязательнейшим образом посмотрим. У нас будет свой дом, который вот можно вот так вот козырно сделать обстановочку, интерьер в нем. Тут вот все, что нужно, присутствует. У игрока стол отличный, компьютерный, 3 моника, тут акустическая, телек. В общем, уютненько довольно-таки. Такими будут города. Скорее всего, после того, как они будут построены, игра-то про постапокалипсис, как-никак. Вот. И вряд ли поначалу что-то будет вот на это похоже. И я вообще не представляю, сколько же ресурсов потребуется в итоге на возведение, допустим, вот такого города. Невероятное количество, и за ресурсы будет серьезная борьба. Вот, кстати, вкладка War, будут войны, кто не сможет с кем-то договориться, ну, обязательно будут и такие. И политику мы также уже, в принципе, видели. Так, дальше. Альфа-миссия — это очередные трейлеры. Здесь интересно. Нам разрабы подкинули видос. Ну, такой коротенький видосик, именно из самой игры. Я пробовал зайти на сайт erta.com, вот, который у чувака, который нам чего-то там рассказывает на нерусском, вбит в адресную строку, но как бы выглядит это, я сейчас покажу как. Вот так. Дальше оно не пускает. Оно и не логинит, а оно и как бы не хочет создавать учетную запись. Я пробовал, может, у кого-то получится. Вот.
Ну и здесь показывает, собственно, город с университетом. Это инвентарь самого персонажа в игре с различными параметрами. Вот. Здорово и великолепно. Но увидим мы это все только в марте, в лучшем случае в качестве беты. NFT. Вот также спрашивают, а где дешевле, а где дороже? Ну, как бы здесь уже даже сделали актуальными цены. Почему? Потому что именно сегодня произошло подорожание на 20% Земли в метавселенной Эрта. Вот, у нас вода стоила 100, теперь стоит 120. Ну и, соответственно, все остальное. По странам, в принципе, есть. Мы видим, что самые дорогие США, Саудовская Аравия, Австралия, Португалия, Испания. Ну и там еще типа 15 каких-то стран. Я точно знаю, что в Японии дорого. И, кстати, чуть позже на глобусе покажу, что нашел самое дорогое. Глебс, да и тебе Глебс. Welcome to the stream. Сегодня необычная, интересная игра на блокчейне, которая работает и которая еще, собственно, не вышла. Здесь дублируется, в принципе, информация, которая была до этого. И вот такая анимашка. Оп, типа... Купите все-таки участочек себе. Очень рекомендует вот эта девчонка с голубыми глазами. Но мы это уже сделали, я забегаю наперед. Стена куда-то убежала. Догоняй, раз убежала. Pitch Deck тоже можно... Ну, не совсем про зомби, про мир после апокалипсиса и в мир, в котором можно заработать. Вот, о чем-то таком. Больше. Так, опять-таки нам показывают, как будут выглядеть города, политика, сколько токенов. Ну, в принципе, это вся информация собрана в одном месте. Все то, что мы уже и так просмотрели. Так, куда мы двинем дальше? А дальше мы двинем Marketplace. На данный момент это выглядит в игре вот так. У нас земной шар, ну, как бы точная копия. Весь земной шар разбит на так называемые хексы. Их 650 тысяч. И любой из этих хексов можно будет в свое время купить. Но на данный момент не все открыто, это первое. А во-вторых, уже невероятное количество просто хексов, которые купили, которые зарезервированы. Вот Нигерию, допустим, только сегодня открыли страну. То есть разрабы открывают не всю карту сразу. И вот сегодня также было подорожание на 20%. И в Нигерии кто успел, тот успел. По хексам. На каждом хексе может быть какой-то ресурс. Вот здесь мы видим пшеница, как бы мясо и камушки. Стоит, это один из самых дешевых хексов. Стоит 302 бакса. До подорожания стоил 252 бакса. Много интересных местечек на самом деле есть на карте. Вот, допустим, взять Киев, да, вот он уже кем-то, мы видим, зарезервирован. И что мы видим? Здесь 100% аэропорт и 100% мистери. И стоит Киев 56 тысяч долларов. Вот, как-то так. Либо мы видим, сейчас еще покажу интересный город в Японии. Я не знаю, сколько стоило Токио, но его купили, ее. Здесь порт на 100% и аэропорт. И здесь очень много городов в одном хексе.
судить о стоимости Токио можно по стоимости зарезервированного, находящегося рядом Хекса, который стоит на данный момент 190 тысяч долларов. Ребята, это удивительно, это кто-то все покупает за такие деньги. Каким бы странным это ни казалось, но я так полагаю, что ценность земельных участков в этой игре будет невероятная. Так это еще игра не вышла. И подорожание произошло, а земли все равно скупают. Вот как-то так на данный момент выглядит. Европа скуплена практически тоже вся. В России очень много еще хексов остается. Хексов, гексов, да кому как удобно. Вот есть участки, на которых по 4 сразу ресурса. Ресурс тоже в процентном соотношении. Вот эти проценты добавляются к стоимости самого участка. Ну, то есть, если хекс стоил 100 долларов, то плюс 20 долларов. Плюс 28, тут еще 8, это 36, и в итоге плюс 15, это 51, 151 доллар, да? Но это он стоил бы, если бы он, во-первых, не находился в Европе, во-вторых, здесь есть какой-то город, какая-то важнейшая транспортная развязка, вот если мы приблизим, вот рекомендую обращать внимание на такие вещи, не зря здесь прорисованы дороги и все такое. И вот тут как бы и самолетик-то есть, и аэропорт присутствует, поэтому вот стоимость такая, но почему-то в окошке выпадающем нифига подобного про аэропорт нет. Любой из этих хексов можно купить. Значит, покупка... Ну, давайте посмотрим, допустим. Зарезервируем какой-то хекс, да? И здесь вполне себе можно разместить ордер. Ордер на покупку. Оплата в БНБшках. В долларе, стейблкоине Tether. Ну, он, собственно, является цифровым. Грикс, привет и тебе. Он, собственно, и является цифровым аналогом доллара. Понятия не имею, что это. И самим токеном ERTA можно приобрести, расплатившись. И тут байтит нас разрабы на то, что заплатив ERTA, мы получим 10% скидку. А может, это как МММ? Да, все ты верно понял, это и есть МММ, это пирамида. Но дело в том, что у этой пирамиды не хреновое такое будущее. Сейчас там чуть дальше будем разбирать. Ну, земли-то ты уже видел, сколько стоят, и их покупают. И цена токена там тоже еще непонятно, куда в итоге выстрелит. Не ведись. Да я как бы осознаю, что это такое. Это вы там не ведитесь. Вот. Либо ведитесь. У каждого своя голова на плечах. Мы видим, что в резерве у нас вот здесь время пошло и 6 часов на резерв. Потом либо заново резервируем, либо покупаем. Вот. Оплачивается с кошелька MetaMask. Должен быть, соответственно, вот здесь видим MetaMask Connected. В блокчейне Binance Smart Chain. Только в нем. Иначе улетят в никуда. Вот, ну как бы в самих токенах ERTA я не то, что там советую и не советую. Я не буду покупать участки, потому что токены пригодятся, я уверен, нам дальше на развитие в этой игре 100%. Как бы это странно не звучало. Да, Грикс, все верно, это NFT игра, и токены NFT хранятся потом в криптокошельке. Так, ну, у меня видно, я купил один участок в метавселенной.
Я не буду показывать его координаты, не буду говорить, где он. Единственное, что я купил его на воде, и там есть рыба. Вот как-то так. У меня в планах естественным образом купить где-то участок на суше, вот, и там уже, собственно, будет дом. Валерий Кучеров, здорово тебе, дружище, приветствую тебя на стриме. Пишет, взял 3 участка. Ну, красавчик. Ну, как бы у меня-то тоже цель такая, что была и вода, там и суша. Но проблема в том, что участки, ты же знаешь, раскупаются молниеносно, либо резервируются молниеносно. Там, где есть более или менее достойные ресурсы, это еще нужно успеть. Либо зарезервировать, либо купить его. Вот, как-то так и выглядит. Прикольно, у меня в планах свою коллекцию создать, тематику выбираю. Ну, кстати, Грикс, я за эту тему знаю чуть больше, как потом твою коллекцию разместить на маркетплейсе, на OpenSea на том же, да, и как это все дело задвинуть. Если будешь здорово и красиво рисовать, то, блин. Там он на NFT люди, фотографируя себя, зарабатывают миллионы. Но это пока... Ну и земля NFT-шка. Конкретно, что касается эрты. Найди город Борисов, Беларусь. Ну давай. Вот он, город Борисов твой. Смотри, вот город Борисов, недалеко от Минска. Нет никаких ресурсов. Единственное, что будет ценно, это, наверное, вот эта развязка здесь. Смог купить даже аэропорт. Блин, ну слушай, ну красавчик. Вот у нас там есть на примете тоже хекс, который еще не раскрыт, не расшарен, где есть и порт, и аэропорт. Но не факт, что мы его, конечно, сможем приобрести. Ну, повезло, да, тебе попал момент снятия с резерва. Мне рассказывали тоже, я переписывался в телеге с челом. Он, значит, спрашивал, а можно ли вообще где-то приобрести нефть? Я ему говорил, блин, я обшарил эту всю карту, нефть как бы всю разобрали. И через сколько-то он пишет, что тоже вот этот хекс был оранжевый, вроде как резервит, да? А потом бах, и у него получилось как бы купить его. Я говорю, ну что я могу сказать? Этот нефть ценный ресурс на самом деле. Я вот уже показывал тут до этого. Я так думаю, как раз таки не зря они разного цвета и по важности, по их необходимости, что ли, по их ценности они размещены. То есть я понимаю этот скрин, что вулкан самый ценный, потом аэропорт Порт Мистери и тут же и нефть, да, а дальше там уже все заканчивается рыба, мясо, ну продукты, в общем-то. Наверное, это как-то так и работает, но пока никто же не знает, как на самом деле. В Минске что ценно? Давай посмотрим. Минск как-то раздроблен на несколько хексов. В Минске есть аэропорт, и ценник на Минск, я уверен, тоже будет космический. Но в данный момент Минск не находится в продаже. Он не продан, он не зарезервирован, и он не находится в продаже. Ну вот мы видим, если приблизить, ну, масштаб, зум, как это ни назовите, сделать, да, то появляются значки. Но странное дело, вот, они какие-то багнутые, потому что, открывая хекс, окошко, да, мы не видим этого ресурса здесь. Вот здесь, допустим, есть нефть, да, но почему-то мы ее не видим. Вот как-то так. И здесь то же самое камень. И так по всей карте. Я находил в океане лес, как бы. Именно поэтому предположу, что они просто багнутые. Вот. Что дальше? Значит, участок мы купили. И ждем. Ждем, соответственно, выхода самой игры. Очень прикольно у них все выглядит, даже вот в самом маркетплейсе здесь. Ну, я уже показывал из таких, из дорогих. Это вот Киев зарезервирован. Ну, космос, да, 50 тысяч долларов, 56. Но кто-то купит обязательно. И в игре уже невероятное просто количество средств, судя по заполненным хексам.
Вот. Из сообществ, значит, есть сообщество Discord и в Телеграме. Ну, это те, в которых состою я, да. Значит, в Дискорде интересна тоже история, связанная с Дискордом. Там имеются что-то типа свои мини-игры. Ну, помимо того, что мы можем просмотреть различную информацию, социальные новости, да, там, когда и в какое время будут открываться очередные хексы. Вот, допустим, сегодня была новость, что открыта Нигерия. Здесь также можно зарабатывать какие-то коины, но это все только чисто для Дискорда. Для того, чтобы там потом поиграть в игру, кинуть кубик, и какие-то плюшки на них тоже можно приобретать. Но очень много нужно вот таких вот токенов. Метакоинс они здесь называются. И их насобирать, по-моему, практически нереально. Вот. Еще раз говорю, сообщество позитивное. Никто ни с кем не ссорится. И, можно сказать, прям таки удивительно, что это так. Так, погнали дальше. Все это круто и здорово, но где же брать сам токен? Внимание, вопрос, да? На данный момент токен торгуется на одной только. Я знаю одну биржу. Это Huobi. Вот. И мы видим, что сейчас находится токен в падении. Вот на часовом графике, да, он поднимался. И он поднимался, у него как раз была свечка 44 максимум, 44 цента. 44 цента он поднялся буквально там с 15, с 16. И это только с начала года. Естественным образом, я уверен в этом, коин и дальше будет падать. И, скорее всего, пробьет он 20 центов, после чего будет, скорее всего, резкий рост. Сейчас все, кому не лень, спекулируют. Вот мы, допустим, видим в стакане на 0,29 центов кто-то поставил стеночку, то есть хочет закупиться на 193 тысячи. Пока он не закупится, вот эта вот движуха туда-сюда, она так и будет. А потом закупится и начнется шоу поинтересней. Скажу за себя, и нефть тоже есть. Блин, Валера, ну ты такой, мы там не соседи случайно с тобой по хексам. С тобой, блин, дружить надо. Вот. Тебе очень здорово повезло, и я так думаю, даже если просто не играть потом в саму игру, а как бы земли по-любому подорожают, либо там какие-то ресурсы, добывая их, продавать просто другим игрокам за те же токены, вот, которые торгуются на бирже. Ну, то есть вот реально этот токен ERTA, он торгуется на бирже, да? И это здорово. Мы все ждем, когда биржа Binance залистит этот токен. И мнения были разные, что как раз таки вот и скупает именно Binance для листинга. Ну, второе популярное мнение, что скупают токен разработчики. Ну, как бы я не совсем понимаю, для чего это им. Ну, вполне возможно, какая-то манипуляция. Манипулировать на данном этапе не так уж и сложно. Почему? Потому что самую большую банку, которую я видел, это была на 1 миллион ERTA. То есть реально кто-то заплыл вот в эти торги и прикупил себе в итоге там частями. Очень тяжко это проходило. Это место вот здесь вот было. Как раз таки цена не падала. Цена держалась на 0.36, насколько я помню. Он все это дело закупал в невероятных количествах. И в итоге закупился, у него ордер закрылся. После этого все пошло вниз. С этого момента. У меня ордера стоят на ниже, чем 0.20. Я уверен, что
после выхода из стейка держатели этого коина в панике начнут продавать, и как бы стоимость упадет все-таки ниже 20 центов. Но это не рекомендации, это просто мои мысли по этому поводу, поэтому ордера там выставлены, их несколько, и они выставлены все ниже 0.20. Почему? Потому что смысл сейчас иметь токены для игры как можно больше, потому что они ой как пригодятся с момента запуска самой игры и будут стоить, ну, я верю в то, что значительно дороже. В общем, в любом случае, я уверен, что потерять будет сложно в этом проекте что-то. Ну, даже если и потеряешь, ну, как бы есть еще другие проекты, не менее интересные, но почему-то в Эрту я как бы верю. Никого не заставляю делать так же. Вот, в принципе, все. Если будут какие-то вопросы, на которые будут определенным образом ответы, то естественным образом это все пишем в комментариях под стримом. Ставим лайкосы, подписываемся на канал, чтобы следить за дальнейшей судьбой данного проекта. В итоге скажу: совершайте великие поступки и не бойтесь